Этот полицейский помог медведице с ее детенышами перейти через оживленную дорогу. Однако, когда мужчина присмотрелся поближе к медвежатам, то увидел что-то шокирующее. Однажды в полицейское управление небольшого городка в штате Нью-Гэмпшир поступил звонок обеспокоенного гражданина. Мужчина сообщил о медведице, которая вместе со своими детенышами безуспешно пыталась перейти через шоссе. Но из-за быстро движущихся машин животное не могло это сделать. Плюс что-то очень сильно ее беспокоило. Диспетчер сообщил о ситуации патрульному Джону, который в данный момент ближе всех находился к месту происшествия. Полицейский быстро добрался до нужного участка дороги, где вышел из машины и увидел ту самую медведицу со своими детенышами, которая, очевидно, пыталась пересечь трассу, но по непонятной причине не могла этого сделать. Трое медвежат находились рядом с мамой, а четвертый, который выглядел меньше и слабее всех, обреченно сидел в кустах на противоположной стороне дороги. Чтобы разобраться в ситуации и помочь животным, Джон перекрыл трассу патрульной машиной, чтобы проезжающие водители случайно не задавили маленьких хищников. Вскоре на дороге выстроилась целая колонна машин, водители которых с любопытством смотрели на то, как полицейский пытается помочь семейству медведей. Джон понимал, что приближаться вплотную к огромной хищнице слишком опасно, поэтому наблюдал на небольшом расстоянии. Вскоре мужчина понял, что трое медвежат следуют за своей мамой, а самый маленький и слабый четвертый детеныш сидит в траве, не в силах сделать ни шагу дальше. Медведица не могла ему помочь и лишь металась между тремя медвежатами на одной стороне дороги и четвертым малышом на другой стороне, который просто сидел и грустно смотрел на маму. Очевидцы происшествия переживали за семейство медведей, а медведица, похоже, начала понимать, что она уже ничем не сможет помочь самому слабому из детенышей. В конце концов, медведица с нежностью ткнулась носом в маленького медвежонка, словно призывая его следовать за ней, после чего вернулась к троим здоровым детенышам. Через несколько минут четверо медведей скрылись в лесу, а самый слабый медвежонок все продолжал сидеть и беспомощно смотреть им вслед. Видя эту душераздирающую картину, Джон понял, что не сможет остаться в стороне. Несмотря на то, что медведица могла в любой момент вернуться, полицейский подошел к слабому детенышу, взял его на руки и отнес в патрульную машину. А малыш даже и не думал сопротивляться. Полицейский аккуратно положил медвежонка на пассажирское сиденье и без промедления направился в город, понимая, что ослабленному животному нужна срочная помощь и сейчас каждая минута на счету. Добравшись до ветеринарной клиники, Джон передал медвежонка в руки специалистов по охране дикой природы. Осмотрев детеныша, ветеринары сообщили патрульному, что они смогут вылечить малыша, и его здоровью ничего не угрожает. Со спокойным сердцем Джон вернулся домой, а его душу согревала мысль о том, что он смог спасти жизнь маленького зверька и вовремя успел передать его в заботливые руки экологов. Вот только история на этом не закончилась. На следующий день лесники нашли в чаще еще одного ослабшего беспомощного медвежонка. Позже выяснилось, что та медведица родила 5 медвежат, и 2 из них оказались совсем слабенькими. Одного из них спас Джон, а второй остался в лесу и вскоре был найден лесниками в очень плохом состоянии. Обычно медведицы рожают не более 3 детенышей за раз. Скорее всего, на этот раз 2 оказались совсем слабыми из-за того, что 5 малышей животному было очень сложно вынашивать. По случайному совпадению, Джон снова оказался первым на месте событий. Полицейский быстро нашел поляну, указанную лесниками, где действительно находился маленький, одинокий и совсем ослабший медвежонок, а мамы медведицы не было поблизости. Вскоре к месту подъехали специалисты по охране дикой природы, которые были готовы позаботиться о беззащитном малыше. Оказав детенышу первую помощь, экологи отвезли зверька в реабилитационный центр, где уже находился его маленький брат, который помаленьку набирался сил. К счастью, для брошенных медвежат все закончилось хорошо. Смелые действия Джона спасли детенышам жизнь, а экологи позаботились о том, чтобы животные подросли и окрепли под постоянным присмотром, после чего их выпустили в дикую природу, где растущим медведям предстояло начать взрослую, самостоятельную жизнь. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.